Устрашающие размеры, абсолютная незаметность и безграничное терпение. Но главное – гигантские челюсти, которые вселяют ужас во всех прибрежных обитателей. Такой арсенал позволяет за секунду расправиться даже с крупными копытными, и за миллионы лет его тактики совершенно не теряют актуальности. Привет, друзья! Вы на канале Время с пользой, и герой сегодняшнего выпуска – Нильский крокодил. Среди всех плотоядных животных Африки именно Нильский крокодил является самым крупным. При длине тела свыше 4, а иногда и 5 метров, взрослый самец может весить более половины тонны. Конечно, это не единственный крупный хищник континента, но размеры ставят его на вершину пищевой цепи, и в своей стихии ему некого бояться, ведь даже львы с опаской подходят к водопою. За пределами водоема гигант лишается былой прыткости, но даже с численным превосходством стая не готова связываться со столь опасным созданием, и после нескольких безуспешных попыток львицы теряют интерес к рептилии. Сухой сезон – тяжелое испытание для большинства жителей континента, и ведущие полуводный образ жизни создания наиболее тяжело переносят этот период. Однако нильские крокодилы – невероятно выносливое животное, которые могут месяцами обходиться без пищи и довольствоваться скудными остатками водоемов. В экстренной ситуации температура тела рептилии падает, а сердцебиение замедляется с 40 до 5 ударов в минуту, что в разы уменьшает потребление энергии. Лишь полностью пересыхающие источники вынуждают гиганта искать новый дом. При этом крокодил может преодолевать десятки километров по суше. Даже соленая вода становится пригодной для жизни, ведь особые железы способны выводить излишки соли из организма. Нильский крокодил – непревзойденный эксперт по засадам. Его глаза, ноздри и уши расположены на одном уровне, что позволяет хищнику скрывать гигантское тело под водой, но быть в курсе происходящего на поверхности. В таком положении он может часами сохранять неподвижность, усыпляя бдительность соседей и выжидая возможности напасть. В жаркой Африке вода становится драгоценным ресурсом, и даже догадываясь об опасности, местные животные вынуждены спускаться к водоему, чтобы утолить жажду. И здесь каждый водопой может стать последним. Свыше 60 зубов соединены с одними из самых мощных челюстей на планете, поэтому покинуть огромную пасть не представляется возможным. При этом мышцы, которыми разжимаются челюсти, маленькие и слабые, но челюстные мышцы для закрытия пасти, напротив, очень сильны, что и обеспечивает смертельную хватку. И все это при невероятной прыткости. За считанные мгновения из подобия бревна затаившийся монстр превращается в настоящую ракету. Вряд ли жертва успевает осознать происходящее, ведь чаще всего в ту же секунду она оказывается под водой. Поскольку гигантские челюсти являются главным оружием крокодила, с течением времени многочисленные зубы выпадают и заменяются новыми. За долгую жизнь великан может сменить более 40 комплектов зубов. Ради особо осторожной цели крокодилу ничего не мешает полностью опуститься на дно. Выпуская часть воздуха из легких, гигантская рептилия начинает погружение. Специальные клапаны защищают уши, нос и даже горло, а тонкая прозрачная мембрана выполняет роль подводных очков. Хотя в этой ситуации зрение дополняется специальными сенсорными ямками. Расположенные по всему телу, особенно на морде, они улавливают малейшее колебание в водоеме. Поэтому даже в мутной воде хищник находится в полной боевой готовности. Словно гигантский радар, охотник безошибочно узнает точное местоположение цели, что позволяет вслепую совершить прицельную атаку. Прогулки под водой – обычное дело, но они стремительно расходуют драгоценную энергию, поэтому большую часть жизни взрослый охотник проводит в неподвижном состоянии. Чтобы не спугнуть потенциальную добычу, крокодил ждет максимального сближения,
Но стоит лишь антилопе переступить невидимую черту, как ее участь становится незавидной. Мощные ноги, словно сжатая до предела пружины, выпрямляются и выбрасывают крокодила из воды. Но если добыча представлена в единственном экземпляре, крокодил при его невероятных размерах способен абсолютно незаметно уменьшать дистанцию, не раскрывая своего местоположения до самого момента атаки. Устрашающие челюсти – лучший инструмент захвата, но они совершенно не приспособлены к разделыванию добычи, и для этого рептилии используют особый прием, получивший название «смертельное вращение». Большая туша не выдерживает столь стремительного воздействия. К тому же часто на обед спешат и ближайшие соседи, которые моментально разрывают добычу на части. Жевание также не сильная сторона челюстей, поэтому крокодил вынужден заглатывать большие куски целиком. Дальнейшая их судьба решается заведомо проглоченными мелкими камнями, которые помогают перемалывать даже грубую пищу. Разумеется, не без помощи желудочного сока, который обладает чрезвычайной кислотностью, что не оставляет шансов костям, рогам и копытам. Ежегодная миграция копытных предвещает для хищников настоящий пир. Ведь на пути к свежим пастбищам животные вынуждены преодолевать водные препятствия, где охотники заранее готовы к их пришествию. Топот тысячи копыт издалека дает сигнал занять свои позиции. Антилопы знают об опасности, но их сила в количестве. Собираясь большими стадами, копытные имеют больше шансов выжить. Однако счет крокодилов в таких местах идет на десятки и сотни особей, поэтому даже самые сильные и быстрые могут угодить в смертоносный капкан. К тому же возникающая паника становится главной проблемой. Копыта животных застревают в грязи, и сотни особей остаются затоптанными своими же спутниками. Птицы также находятся в поле зрения, но обитающие по соседству пернатые знают об опасности, и поймать их не так просто. Поэтому гости, прилетающие лишь утолить жажду, интересуют охотников куда больше. При ловле такой добычи крокодилы могут показывать невероятное проворство. Конечно, далеко не все нападения заканчиваются успехом. Несмотря на внезапность и точный расчет, местным животным хватает доли секунды, чтобы среагировать на опасность. И даже этому кабану чудом удалось избежать гигантских челюстей. Нильские крокодилы терпимы друг к другу, но это не касается территориальных стычек, и порой громадные челюсти пускаются в ход против себе подобных. Этот молодой самец забрел на чужую землю, и разгневанный хозяин водных угодий изо всех сил старается проучить неприятеля. Встряски невероятной мощи хватило бы, чтобы стянуть шкуру с любой добычи, но тяжелый доспех спасает от печальной участи. Такое противостояние расходует невероятно много энергии, поэтому крокодил восстанавливает силы, но не разжимает челюсти, лишая противника возможности сбежать. И лишь в пылу сражения последнему удается вырваться. Куда более мирным становится соседство с бегемотами, ведь крокодилы отлично знают, что со столь вспыльчивым созданием массой более тонны лучше не связываться, поэтому в сухой сезон им приходится делить оставшиеся водоемы. Даже детеныши находятся в полной безопасности, ведь мать готова растоптать любого, кто потревожит спокойствие семьи. Среди местных жителей нильский крокодил имеет дурную славу. В Африке нападения этих созданий случаются почти ежедневно, и, вероятно, далеко не все случаи придаются огласке. В основном это связано с близостью поселений к местам обитания рептилии. В середине прошлого столетия из-за активной охоты численность крокодилов уменьшилась во много раз, но сегодня популяция оценивается более чем в 200 тысяч особей.
Невзирая на суровые условия обитания и человеческое вмешательство, эти древнейшие охотники по-прежнему чувствуют себя хозяевами водных угодий, и в настоящее время сохранность вида вызывает наименьшее опасение. Если выпуск вам понравился, поддержите его лайком, комментируйте, подписывайтесь и проводите время с пользой. До скорого!